Всем привет! Сегодня разберем эту панель приборов буквально до всех запчастей. То есть я вам покажу, как снимаются кнопки, как снимаются кольца, экран, стрелки, динамик плата, все. То есть это видео будет полезно тем людям, которые решили разобрать или по какой-то степени что-то либо заменить на приборной панели. В случае поломки эта приборная панель полностью рабочая, но я ее разбираю по запчастям на продажу. Экран хороший здесь, то есть можно эту приборную панель продать целиком, но я ее буду продавать по запчастям. Кому что надо, обращайтесь. То есть такие панели — это не единственная панель, их достаточно приличное количество. Если что-то будет, я вам отвечу, и по запчастям я вам могу продать. Мне эти панели не интересны. Я, к примеру, беру с них стрелки определенной шкалы, которые мне нужны для цветных панелей уже с вольтметром. Такая панель, она целая. Так, приступим к ее разбору. Особо я комментировать что-то не буду. Что-то буду. Просто успевайте смотреть за моими действиями, так как уже на видео я достаточно много проговорил. Возьмите отвертку и для начала приступайте к съему кнопок. Кнопки снимаются следующим образом, я вам показываю, чтобы их не поломать. В противном случае после съема кнопок вы можете получить вот такие вот огрызки. Мне попадались на панелях. Также сами поломанные кнопки. Здесь на панелях есть такой вот фиксатор пружинистый. Необходимо на него нажать и приподнять кнопку. Смотрите, как я это делаю. Беру две отвертки, нажимаю на фиксатор и приподнимаю кнопку в самый низ. Вот, выскочила целая невредимая кнопка. Здесь фиксатор ее целый. Следующее. Здесь никаких меток не осталось. Берем инструмент, вставляем биту и выкручиваем все винты по кругу. Придерживайте верхнюю крышку, она без винтов просто отвалится. Все эти винты я уберу в сторону. Кому надо, вы можете поменять черные вот эти вот кольца на черные или наоборот на серебряные. То есть эти панели по запчастям. С обратной стороны здесь 6 винтов, с той стороны 12 их было.
Здесь винты достаточно длинные, и закручивать их дрелью я вам не рекомендую. Можете обломать винты. Вот так пополам сломать можете. Двенадцатый. Здесь 6. Дальше, смотрите, я начинаю всегда разбирать панели с левой стороны. Здесь фиксаторы находятся, их отгибаете. Лицо можно снять, в принципе. Так, здесь стекло уже тоже снимается. Обычно он сидит крепко. Здесь стекло грязное. Здесь кнопки вывалились. Так. Вот так берете, нагибаете или отверткой, или ногтем. И с этой стороны. Вот здесь сидит крепление динамика. То есть плату вы не снимете. Она, вот эта вот крышка выйдет только вместе в сборе вот с этим корпусом. Чтобы ее отделить, вам необходимо снять динамик. Вот в это вот в ребро, здесь вот видите, пазы, вставляете отвертку и тяните белую крышку на себя. Вот таким вот образом это происходит. Вот снялся здесь динамик. Здесь динамик уже новой модификации идет. Номер его, я думаю, на видео видно. Это приборная панель, одна из последних. Можно сказать, свежак. Дальше просто вот таким вот образом высовывается вся плата, стрелки. Здесь получается мы разобрали все до корпуса. То есть это уже идут основные элементы здесь в корпусе. Сама здесь плата, экран, стрелки, сервоприводы. Все здесь расположено. Плата внутри таким вот образом выглядит. Здесь основная управляющая микросхема и вторая дополнительная микросхема. Остальные микросхемы здесь, кому интересно, сами разберетесь. Дальше переходим к съему стрелок. Здесь возможно два варианта. Или стрелка снимется, или стрелка не снимется. Стрелки снимаете только следующим образом. Будьте аккуратны при снятии, чтобы не повредить трафарет. Перчатки можете не надевать, так как на трафарете могут остаться следы. И будьте осторожны с ногтями. У кого они сильно длинные, лучше постригите. Стрелку проворачиваете, к примеру, вот так вот. И осторожно, не срывая сервопривод, двигайте. Не идет в эту сторону. Вот в эту сторону попробуйте. Тоже плохо идет. Есть вариант, что эту стрелку придется специнструментом снимать. Так она не снимется. Вот, пошла. Можно снять. Щелчок вы слышали? Здесь возьмите за край стрелки. Здесь, за центр не надо. И за край аккуратно вот так вот проворачивая и подтягивая вверх. То есть вы таким образом сохраните стрелку. Вот пример снявшейся стрелки. То есть она не поломана, ничего.
Следующая стрелка таким же образом пытаемся. Здесь, по-моему, будет проблема. Переходим далее. Здесь не торопитесь особо. Тоже, по-моему, проблемная стрелка будет. Вот это снимем. Эта стрелка пошла. Сейчас мы ее снимем. Хорошая стрелка. Следующий вариант. Здесь стрелка поломанная. Да. Так, эта стрелка снимется. Бывает такое на панелях, что не все стрелки нормально снимаются. Если трафарет был заменен и сюда кто-то лазил уже, то есть получается по факту инструментом приходится снимать, ну, 2, здесь 3 стрелки. Сейчас попробуем еще раз по-нормальному снять. Так, вот это пошла, по-моему, нет, не пошла. Здесь сервопривод не держит эту стрелку, и она проворачивается вот таким вот образом. Здесь попробуем теперь. Вот здесь пошла стрелка. Можно вытянуть. А нет, здесь все тоже сервопривод. Так, ну и здесь попробуем вот эту стрелку. Так, ну здесь уже понятно. Дальше, смотрите. Для таких ситуаций, что стрелки не снимаются, специнструмент. Здесь стрелку таким вот образом поставьте. И вот сюда осторожно заводите. Так, здесь стрелка снялась. Вот таким вот образом разлетелась. Но это все поправимо. Собрать назад возможно. Эти стрелки маленькие, здесь посложнее будет. Можно инструментом не попасть. Сейчас попробуем. Так, здесь стрелка снялась хорошо. И снова большая стрелка здесь.
Здесь замечательно, почти стрелка снялась. Необходимо подсобрать, будет нормально все. Бывают такие случаи, что стрелка полностью разлетается, и вот это вот крепление здесь очень плотно сидит на сервоприводе, и его достаточно сложно будет снять. То есть полностью вся стрелка разлетается по вот этим вот запчастям. Ну и вот, как, к примеру, если у вас трафарет в милях, и вы желаете заменить трафарет на километры, вот таким вот образом вы можете его заменить. То есть без проблем обратно трафарет поставить, интересующий у вас, и заменить на вот эту вот плату, так сказать, на этот корпус поставить. Здесь два экрана и здесь сам экран. В принципе, вот после снятия стрелок, можно трафарет не снимать, можно снять плату. Здесь вообще, по идее, есть достаточно простая плата на самом деле. Цветные приборные панели намного сложнее. Здесь крепление такое специальное. Это здесь шлейф идет на монитор. Здесь лучше придержать и вот таким вот образом отогнуть. Может плохо уходить шлейф. Таким вот образом он нормально выйдет. То есть рвать его в ту сторону не надо. Вверх немного приподнять, и он отойдет. Дальше здесь экраны. Лучше, конечно, это теперь делать вот так вот, потому что на столе, потому что если я приподниму плату, она просто, эти экраны, плата выйдет, а экраны выпадут. Чтобы их потом не собирать по запчастям, это неинтересно. Освобождайте плату от этих креплений. И приподнимайте вверх. Плата выглядит таким образом. Здесь плата, как я сказал, эта плата полностью рабочая. Здесь контакты, до определенных контактов на плате я вам не рекомендую дотрагиваться, так как плата может стать из рабочей резко в нерабочую. И с этим вы ничего не поделаете наверняка. Здесь все светодиоды и так далее. Сам корпус здесь представлен. Выглядит он таким вот образом. То есть я разобрал и показал вам, как разбирается данная плата. Собирать ее аналогично. Кстати, забыл вам показать, как меняется динамик. Динамик здесь своеобразный. Провода вот так вот высовываете. Здесь крепление. Отгибайте вот эти вот крепления. По чуть-чуть каждая. Здесь два достаточно, и он вот таким вот образом вынимается. Здесь динамик хороший, состояние новое на самом деле. То есть все запчасти, панель разобрана. Собирать ее необходимо в такой же последовательности приблизительно, но главное собрать вот это вот внутренние запчасти, установить стрелки, а там корпус как вы хотите, так и соберете. Экран меняется вот таким вот образом. Здесь крепление.
И вот сам экран. Экран здесь на жидких кристаллах. Вот я вам показываю. И он прозрачный на самом деле. Видите? То есть через него видно вот эту вот плату. Аналогичным образом все это устанавливается. Лучше, конечно, вот так вот сделать. И как я сказал, так, здесь выскочила плата с экранов. И как я сказал, вам необходимо, видите, экран вы поменяли, допустим. Плату собираете вот так вот, переворачиваете, трафарет, ставьте или меняете стрелки, и из двух частей вот этот корпус, и уже лицо, стекло и вот эти вот круги, кольца, так сказать, меняете. И собирайте панель. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока.